Одной зимой объявилась в местном лесу стая волков. Демьян очень хорошо знал волчьи повадки и рассказывал, что самое опасное для людей, скота, это волчья стая. Так им легче поймать добычу. В каждой стае есть волки-загонщики, они загоняют животное. А уж затем все вместе волки окружают добычу и убивают ее. Волк может учуять свою добычу за 8 километров, бороться с ними очень тяжело, они далеко чувствуют приближение человека и сообщают друг другу об этом. В голодный год волк не гнушается охотиться даже на кур, гусей. Вот и в ту зиму повадились в деревню волки, людям и самим особо есть нечего, а они то на лошадь нападут, то на другую животинку. Через несколько дней вести о серых разбойниках стали приходить из других мест. Решено было собрать охотников из других деревень и устроить облаву на волков, чтобы уничтожить их поголовье. Много тогда охотников прибыло с разных, даже самых дальних районов, и отправились они все дружно в лес. И первое, кого они встретили, это была волчица. Видимо, она подруга вожака, и у нее были волчата, это было видно по набухшим соскам под брюхом. Волчица поняла, что охотники пришли за ней, и стала уводить людей подальше от логова. Она долго петляла по лесу, уводя их в самую чащу, пытаясь запутать следы. Но человека тоже обмануть не так просто. Охотники разделились на группы и продолжили поиски. Но самое удивительное, что основной стаи не было видно. Видимо, матерая хищница предупредила волков о приближении человека. Сама она уйти от логова далеко не могла. Волчица охраняет логово в одиночку, пока волчатам не исполнится 2 месяца, и они не начнут есть мясо. После этого она тоже начинает охотиться. До этого момента волк носит добычу своей подруги прямо в логово. В общем, охотникам стало понятно, что волчата еще совсем маленькие, а нора где-то недалеко. Стали искать. Как только они свернули с лесной тропинки, то увидели под сваленным ураганом деревом глубокую нору. Оттуда отчетливо слышались звуки волчат, скулили и пищали бедные малыши. Когда охотники подошли к нему совсем близко, волчата вылезли наружу. Они стали крутиться под ногами, пытаясь заглядывать охотникам в глаза своими черными глазками. «Я не могу убивать таких малышей», — сказал Демьян. «Ну что хотите со мной делайте, хоть волки и нанесли урон нашим хозяйствам, но поднять руку на детей я не смогу. Дети. Они во все времена дети, хоть волчьи, хоть человечьи». Да и охотники тоже смягчились, глядя на эти маленькие комочки. Решено было забрать волчат из логова, развести по разным деревням и вырастить вместе с собаками. Заодно и поголовье волка уменьшится в нашем лесу. Демьян тоже взял одного волчонка домой. Ночью село проснулось от раздирающего душу волчьего воя. Односельчане вышли на улицу из своих домов и увидели такую картину. На сопке, на фоне огромной полной луны, были видны два силуэта – волка и волчицы. Подняв головы к звездному небу, волки громко выли на ночное светило. Им в ответ выла стая, которая со всех сторон окружила деревню. Сначала завыла волчица, затем ее грустную песню подхватывал волк. Они оплакивали своих потерянных детей. Мы все не знали, что делать. А вдруг стая решится напасть на деревню? Вечером по периметру разжигали костры и поддерживали в них огонь до рассвета. А ночью опять приходили волки и начинался волчий концерт. Так продолжалось уже несколько дней. Днем волков не было видно, а ночью этот невыносимый вой не давал жизни. Атмосфера накалялась, волки, по всей видимости, готовились к атаке. Люди перестали выходить на улицу и ходить поодиночке. Нужно было что-то предпринимать. Старики-охотники, посоветовавшись с Демьяном, решили вернуть волчонка стае, чтобы вокруг опять воцарилось спокойствие, потому что стая буквально изводила всю деревню. Днем Демьян взял большую корзину, посадил туда щенка, взял ружье и поехал. Он вышел за край деревни и поставил корзинку с волчонком прямо в снег. Мужчина знал, что волки видят его и наблюдают, но не показываются на глаза. Демьян взял в руки щенка, поднял высоко над головой, немного потряс его в воздухе. Малыш жалобно заскулил, и тут же из леса в сторону деревни ринулась серая лента. Волки. Стало понятно, они бежали на помощь своему детенышу. Демьян оставил волчонка в корзине, а сам быстро спрятался в ближайшей бане и наблюдал в окно за всем происходящим. Волки забрали своего потерянного детеныша. Волчица оглянулась, она долго смотрела в сторону деревни своими желтыми умными глазами, потом громко и протяжно завыла. Но это уже больше не раздирало душу.
Сегодня она победила человека. Как только это произошло, так волчий вой по ночам сразу прекратился, и нападение на деревенский скот тоже. Видимо, в благодарность волки навсегда ушли из нашего леса. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на наш канал. У нас много интересных историй.